В эфире программа «Акцент дня», в студии Илья Табуев. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Тема сегодняшней программы – атака ВСУ на Курскую область. С нами на связи военный эксперт, полковник, главный редактор «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Да, доброе утро. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Какие цели преследует Киев и конечная цель этой атаки? Ну, знаете, я, собственно говоря, вот лично оцениваю эту всю ситуацию, это не что иное, как пиар-акция, террористическая акция, причем с точки зрения внутреннего и внешнего потребления. Для внутреннего потребления мы, великая страна, мы можем даже атаковать Россию в ее пределах. Для внешнего потребления, смотрите, мы воюем на всех фронтах, и еще открывая один внешний фронт, мы вторглись в пределы Российской Федерации. Поэтому у нас есть силы, у нас есть люди, а вы давайте деньги, давайте вооружение, мы продолжим эту войну. А если с точки зрения логики, здравого смысла, военного искусства, это не что иное, как просто утилизация тех резервов, которые более-менее как-то Киев там накопил. По тем данным, которыми я располагаю, первоначально в провокации участвовала батальонно-тактическая группа 22-й бригады. На технике там были и танки Т-72, и Казак, это их бронетранспортеры, и М-113, которые мы добросовестно выбили. Но сейчас туда подошла 80 и 82-я воздушно-десантная бригада или воздушно-штурмовые бригады ВСУ. Это элитные части, они укомплектованы натовской техникой. Там американская техника в виде БТРов «Страйкер», которые, кстати, горят за милую душу, уже горят, наши ребята стараются. Но это говорит о чем? Это о том, что это идет уже, знаете, такая провокация с решительными целями. Захватить определенное количество территорий, создать видимость захвата этих территорий и построение там обороны, тем самым заявить внешнему миру о том, что они захватили у нас территорию, а мы сейчас захватили территорию в России, и давайте тогда делиться, мириться и как-то определяться, какие территории уйдут в Украину, которые войдут в Россию. То есть я полагаю, что это, знаете, провокация, широкая политическая провокация, которую Киев сам потянуть не мог. Эта провокация спланирована и, собственно говоря, расписана по сценарию, скорее всего, британских спецслужб, потому что очень почерк похож. Сначала силы специальных операций, потом основные силы, с точки зрения попытки как-то принудить Россию к возможным переговорам на их условиях. Но тут, знаете, что я хотел бы еще акцентировать? Там не совсем недалеко находится Курская атомная электростанция. Создав угрозу Курской атомной электростанции, если не захватом, то нанесением по ней ударов. Кстати, газотранспортная система, которая качает газ в Европу, тоже находится под ударами ВСУ. То есть, знаете, такая, в общем-то, крупномасштабная афера, которая дурно пахнет с точки зрения политики и дипломатии. Анатолий Андреевич, вот при атаке на Курскую область Украина использовала силы, переброшенные с белорусской границы, вот как раз именно после того, как Александр Лукашенко заявил, что нападения со стороны Беларуси на границе не будет. Вот это, на ваш взгляд, усилило ВСУ? Я далек от мысли, что там Александр Григорьевич как-то причастен к этому. Ну да, это, конечно, усилило. Это высвободило те резервы, которые Украина сосредотачивала на белорусской границе. Мы за этими резервами, кстати, наблюдали. Там было ни много ни мало, где-то около 50-60 батальонных тактических групп. И эта часть из них ушла на те фронты, которые сегодня трещат по швам. Это на Харьков, на Донецк, на Запорожье. Но часть из них, вот сегодня мы видим, они участвуют в вторжении на Курской области. В Курской области пока сохраняется напряженная обстановка. ВСУ продвинулись вглубь приграничной зоны. Вот насколько хорошо защищена в принципе граница Курской области, и были ли мы готовы к этой атаке?
Да, мы были готовы к этой атаке. Что бы там ни говорили о какой-то внезапности. Дело в том, что после вторжения на Белгородчину все пограничные войска получили мотоманевренные группы. Это, скажем так, это усиленный мотострелковый батальон. Там есть артиллерия, но не в том количестве, конечно, которое бы хотелось бы. Никто не ожидал, что такими крупными войсковыми соединениями противник пойдет. Мы были готовы отразить диверсионные действия, какие-то действия другого характера. Но я думаю, что это все сейчас решается в ходе ведения вот этих боевых действий. По тем данным, которые я располагаю, военно-космические силы великолепно на глубину всего по оперативному построению этой группировки, вплоть до Сум, утилизируют все эти резервы. Резервы отсекаются, им не дают возможности развернуться. Лично мое мнение, что в ближайшие сутки авантюра будет завершена полным разгромом, и наши войска выйдут на границу. Да, именно об этом, кстати говоря, вчера еще сказал наш президент. Действительно, все это будет в ближайшее время прекращено. А вот при атаке на Курском направлении, вот ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений. Вот их план, на ваш взгляд, удался? Да, они надеялись. Очень, там же рядышком Харьков. И вот под Волчанском и Липцами там идет сейчас кризис, абсолютный кризис в управлении войсками Украины и тому подобное. Они думали, что нам придется перебросить туда силы. Но они просто, я полагаю, и их кураторы недооценили в том, что Россия — это первоклассная армия, маневренная армия, которая реально в считанные часы может создать определенную группировку, что она и создала сегодня эту группировку. Есть воздушно-десантные войска, есть бригады, дивизии резерва, которые у нас не участвуют в боевых действиях. Мы сегодня на этом направлении сосредотачиваем достаточные силы, которые... Я не вижу, понимаете, какое-то противодействие со стороны ВСУ, кроме того, что они будут или пленены, или уничтожены, или они просто разбегутся. А какие еще регионы, кроме Курской и Белгородской областей, находятся под ударом, и возможно ли тоже в такой же вот горячей зоне? Вы знаете, я полагаю, что это Брянская область, это Курская область, это Белгородская область. Они находятся под ударами террористических групп. Украина — это террористическое государство. Все, уже ни о каком там цивилизованном подходе к решению спорных проблем мы не можем говорить. Это государство, которое стало на путь террора. И, конечно же, они будут использовать вот эти террористические методы для запугивания населения, для создания, особенно в приграничных районах, неуверенности в центральной власти, что их якобы не могут защитить. Но это, пускай меня простят наши слушатели, я очень сожалею то, что происходит, но это издержки войны. Так бывает во всех войнах, которые мы только не проходили, что враг коварен, и он будет наносить удары по самым незащищенным слоям, это гражданскому населению. Вот и многие эксперты, вы в том числе, называете эту атаку некой пиар-акцией. Вот на ваш взгляд, эта атака, она масштабнее, чем предыдущие, намного сильнее, или же это больше информационный шум? Вы знаете, она, во-первых, она создала очень мощный информационный шум. Я посмотрел паблики западные, они оценивают это как трансграничные, приграничные сражения. То есть они, в общем-то, пытаются восхитить вот эти события, сказать, что Украина якобы вернула наше вторжение на нашу территорию. То есть там идет такая подмена понятий, не терроризм, не о том, что там нету регулярной армии, с которой бы они воевали. Они вошли на муниципальное образование и на федеральную пограничную стражу. Как любая страна имеет такую. Сегодня мы просто вынуждены создавать войсковую группировку. Это раз. Второе. Да, по масштабам она превосходит те операции, которые проводились на Белгородском направлении. В чем? На Белгородском направлении были разрозненные диверсионные группы Буданова, это Главное управление разведки, а здесь пошли линейные части. И Зеленский, если он там раньше, помните, он говорил, это русский добровольческий корпус, мы им где не управляем, а здесь пошли части
подчинены Верховному Главнокомандующему. Значит, вот этот клоун, злостный клоун, несет ответственность за военные преступления. Вы знаете, он уже настолько погряз в военных преступлениях, что я думаю, что после окончания боевых действий его не примет ни западный мир, ни украинский мир. Украинский мир его еще судить будет. В общем-то, он предстанет перед судом. Я думаю, что участь его решена. Мгм. В ближайшие дни, естественно, эта атака будет подавлена, противник будет уничтожен. Вот на ваш взгляд, какая может быть после этого реакция Запада? Вы знаете, согласно, вы смотрите, Нью-Йорк Таймс уже опубликовал, Вашингтон Пост, они с таким предусуждением пошли, не защищая, но и не оправдывая, но еще и не осуждая. Но уже нотки есть, что это бессмысленность и тому подобное. Я думаю, что очень многие страны, которые еще колебались, дать денег, не дать денег, дать оружие, они займут уже негативную позицию, потому что они устали. И вот от таких событий, которые сегодня Украина поднесла, что произошло? Произошло то, что в бой были брошены части, оснащенные западным вооружением. Априори, согласно международных законов, мы можем сейчас предъявить претензии Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Франции. Американцы, кстати говоря, сказали, что мы вообще не в курсе были. Они уже, извините, они уже обтекатель для задницы ставят, чтобы к ним, понимаете, немножко это самое. То есть здесь идет прямое вовлечение этих стран в нашу конфронтацию. Вот я полагаю, что наши государства все-таки вынашивают миролюбивые планы, а так в реальности мы имеем право нанести удар по той же Виндзорскому мосту в Лондоне, показать им, как работают наши калибры. Великолепно можем нанести удар по Биг Бену, да и Гудзон в нашу зоне нашего досягаемости. Спасибо вам большое. С нами на связи был военный эксперт, полковник, главный редактор Анна Ньюс Анатолий Матвейчук. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.